Собака Алсана жила в Массачусетсе, во дворе у одного из местных заводчиков. Каждый год Алсана исправно рожала щенков, но как только возраст не позволил ей в очередной раз обзавестись потомством, она стала заводчику ненужной, он отвез ее за черту города и оставил там одну. Нашли собаку сотрудники службы, специализирующейся на контроле за бездомными животными. К тому времени Алсана была на грани истощения, но даже не это удивило видавших многое сотрудников организации. Собака была очень напугана и больше всего она боялась людей. В приюте Алсана пыталась всеми силами избежать контакта с сотрудниками, даже звук шагов в коридоре она воспринимала как угрозу и сразу вжималась в дальний угол клетки, опуская взгляд на пол и замирая всем телом. Казалось, в этот момент собака даже не дышит. Сразу стало понятно, что процесс адаптации для собаки будет сложным, и найти семью, которой не побиться пройти с ней этот путь, также будет непросто. Оставлять Алсану надолго в приюте тоже было нельзя, с каждым днем она становилась все более замкнутой, поэтому поиски для нее нового дома были приоритетной задачей. Новых хозяев нашли довольно быстро. Один из волонтеров позвонил своим друзьям и рассказал им историю Алсаны. У семьи Присли уже жило 2 собаки, но едва приехав в приют, они поняли, что скоро у них станет на одного питомца больше. Супругам очень хотелось помочь девочке, но они побоялись сразу брать ее к себе, решив предварительно пообщаться с зоопсихологом и специалистом по дрессировке. К своему второму визиту в приют супруги были полностью уверены, что Алсана поедет домой с ними. Как только сотрудники приюта открыли клетку, собака быстро выбежала из нее и умчалась в дальний конец коридора, где никого не было. С большими предосторожностями Присли усадили Алсану в грузовик и отвезли домой. Первое время собака жила в отдельной комнате, ведь она все еще нуждалась в лечении. Завоевать доверие животного оказалось куда более сложной задачей, чем следование предписаниям ветеринаров относительно лечения. Супруги пытались давать собаке еду с рук, показывали ей поводок, чтобы она привыкала, но результаты были минимальны. Когда Присли исчерпали идеи того, как расположить к себе Алсану, произошло чудо. Карантин закончился, и для животного пришло время знакомиться с другими питомцами. Супруги поставили небольшое ограждение возле дверей, чтобы питомцы на первый раз просто почувствовали запах друг друга. Только встретив новых друзей, Алсана на глазах изменилась, она оказалась веселой и дружелюбной. С этого момента собака начала оживать. Оказалось, она совсем не умеет играть, но с удовольствием присутствует при забавах других собак. Присли оформили все документы, и Алсана официально новым членом их семьи. Девочка уже несколько лет живет совершенно новой жизнью, в которой есть любовь, забота и дружба. За это время она кардинально преобразилась и теперь доверяет не только своим хозяевам, но и охотно контактирует с другими людьми.